Сегодня я буду готовить колбасу, домашнюю вареную колбасу. Для этого на рынке я купил филе индейки и бедрышки индейки. Полкило филе и килограмм бедрышек. Для приготовления колбасного фарша я нарежу филе индейки на узкие полосочки. Берем кусочек и начинаем резать. Вот примерно вот на такие полосочки. Затем эти полосочки можно разрезать еще на 2 или 3 части. Все зависит от длины этих полосочек. И вот я нарезал филе индейки на небольшие кусочки. А теперь с помощью блендера бедрышки индейки буду измельчать. Нарезанные на небольшие кусочки бедрышки индейки я уложил в блендер. И теперь у меня вот на столе находятся всякие специи, которые я также буду загружать в блендер. Это у меня 30 грамм соли. У меня 30 грамм соли. Дело в том, что по ГОСТу на килограмм мяса положено 20 грамм. У меня 1,5 килограмма, поэтому я взял 30 грамм. Паприки 2 чайные ложки. Мускатный орех пол чайной ложечки. Крахмал 4 столовых ложки. Ну, если у кого нет крахмала, можно заменить на сухое молоко. И столовую ложку горчицы. Для колбасы используем горчицу, которая не должна быть острой. И выливаем стакан молока. Все продукты должны быть холодными, как можно холоднее, из холодильника. Закрываем блендер крышечкой. Включаем на первую скорость сначала. Ну, вот такой у нас получился фарш. Надо, может быть, его сделать и мельче, но для этого нужна более мощная машина блендер. У меня вот получилось вот так. Ну, теперь объединяем филе индейки и бедрышки, которые мы размололи в блендере. И тщательно перемешиваем. Ну вот фарш у нас готов. Теперь плотно мы его утрамбовываем. Ну, насколько это возможно, плотно. Закрываем крышкой. И ставим во фреш-зону в холодильнике для созревания часов на 12. У кого нет фреш-зоны, поставьте просто в холодильник. Ну вот у нас фарш простоял в холодильнике в течение 12 часов. Я его вынул, открываем и видим великолепный колбасный фарш с великолепным, потрясающим ароматом. Теперь из этого фарша будем собирать 2 заготовки наших будущих колбасок. Для формовки нам понадобится вот такая пищевая пленка. На середину пленки мы выкладываем фарш. Выкладываем ровно половину фарша. Сейчас я буду придавать этой массе фарша форму будущей колбасы. Делать я это буду влажными руками, чтобы фарш не прилипал к ладоням. Ну, примерно вот таким образом получается наша заготовка. Лишнюю пленочку отрезаем.
заворачиваем наш фарш в эту пленку. Пленочка у меня не широкая. Вот, не все помещается сюда нормально. Если у вас будет возможность взять более широкую пленку, то это будет лучше. Для этого я сделаю еще накладочку пленки, чтобы фарш не вывалился из этой заготовки. Ну а теперь вот эту колбасную заготовку я буду уплотнять вот таким образом. Вот, видите, колбаса в будущем принимает вот такую форму. Ну вот примерно вот так получилась вот такая форма колбасы. Концы пленки надо будет завязать. Ну вот, завязал я с одной стороны, и точно так же надо завязать с другой стороны. На всякий случай я перевязал суровой ниткой заготовку, чтобы в процессе готовки она не развалилась. Вот примерно таким образом. Ну вот что у нас получилось. Вот такая вот форма колбасы. Вторую часть фарша мы будем готовить таким же образом. Ну вот у нас получилось две такие заготовочки. Вот такие. Где-то ориентировочно по 800-850 грамм. Но теперь важно посмотреть, где у нас тут пустоты, возможно, образовались. И проколоть их вот такой вот канцелярской кнопочкой. Это делается для того, чтобы не скапливался бульон и пленка не порвалась. Вот я нашел такие пустоты у себя в заготовке. И решил, что надо проколоть их вот именно в этих местах. Так, то же самое мы проделываем и со второй заготовкой. Как я уже говорил, для того, чтобы не скапливался бульон и не порвалась пленка. Ну вот, пожалуй, и все. Теперь можно эти заготовочки закладывать в кастрюлю с большими бортами. Далее я беру кастрюлю с высокими бортами и закладываю сюда свои заготовки. Они по размеру продуманы мной, чтобы помещались вот в такую кастрюлю. Ну и теперь я аккуратно заливаю водой, подогретой до 45 градусов. Таким образом, чтобы вода не покрывала колбасу, а была где-то выше середины. Ну, примерно вот столько воды. Я выдержал уровень чуть выше середины заготовки. Теперь нашу кастрюлю с нашими заготовками и залитой водой отправляем в духовку, устанавливаем температуру 150 градусов по Цельсию и готовим в течение 50-60 минут. Итак, колбаса у нас готовилась. Достал я ее из духовки, остудил на тарелке и затем поместил в холодильник. Поместил я ее в холодильник для того, чтобы структура этой колбасы уплотнилась и она дозрела. И вот что у нас на сегодняшний момент получилось. Видите, какая красивая структура просматривается через пленку. А теперь посмотрим, что там внутри. Для начала я срежу ниточки, уберу их, чтобы можно было с колбасой хорошо разобраться, порезать ее. Вот теперь отрезаю ее. Так, этот кусочек мы убираем. И что мы видим тут? Мы видим шикарную колбасу в разрезе. Запах просто великолепный. Аромат идет, на уровне великолепной пахнущей колбасы. Итак, нарезаем колбасу. Отлично режется. Сейчас 2-3 ломтика.
Так, смотрим. Колбаса достаточно плотная. Как вы видите, эластичная, она не разваливается. Имеет довольно красивый цвет и структуру. Ну вот, а теперь сделаем бутербродики. Отличный хлеб, который испекла жена. Кладем колбаску. И получаются очень хорошие, симпатичные бутербродики. Смотрите, какая красота. Ну и теперь самое время снять пробу с готового продукта. Кладем на тарелочку и начинаем осуществлять процесс снятия пробы. Ну вот, пробую колбасу, бутерброд. Колбаса сделана своими руками и с удовольствием, конечно, хочется попробовать и понять, насколько она вкусная. Изумительный вкус. Не знаю, по-моему, такой колбасы в магазине не встретишь. Ну, там просто не продают такую колбасу. А еще и домашний хлеб. Я уже говорил, жена печет, собственно, домашний хлеб. И вот, представляете, бутерброд из домашних продуктов. Это же здорово. Да. Потрясающий вкус. У меня одни эмоции. Положительные, естественно. Здорово, очень вкусно.